Windows 7 — одна из самых лучших и некогда самая популярная версия Windows на протяжении многих лет. Данная система увидела свой свет в 2009 году, а ее разработка началась практически сразу после выпуска Windows Vista. В Windows 7 добавили много новых функций. Полноценную поддержку работы с сенсорными экранами, улучшение в работе Windows Aero, возможность закрепления приложений на панели задач для быстрого доступа, минуя меню «Пуск». Удалены некоторые непопулярные компоненты по типу конференц-зала Windows и календаря, новый DirectX 11 и много чего еще. Данный ОС держал свое первенство среди всех Windows на рынке до января 2018 года. Более подробно о Windows 7 я рассказывал в вот этом видео. Кому интересно, посмотрите самостоятельно. Несмотря на свои плюсы, Windows 7 обрела и критические недостатки с течением развития компьютерной индустрии, а Microsoft положили крест на эту систему еще в 2020 году и забыли о ней окончательно, завершив поддержку платных обновлений 10 января 2023 года. Приведу пример, с которым столкнулось большинство пользователей, а именно проблема с загрузчиком. Сейчас во всех ноутбуках и современных материнских платах установлен UEFI класс 3 или 3+, который подразумевает отсутствие КСМ, что приводит к зависанию системы при запуске. Также известна проблема с NVMe накопителями, однако она решается простой интеграцией обновления с вот таким номером. И с ACPI драйвером, но в интернете существует огромное количество модификаций, которые дают возможность запуска без каких-либо синих экранов. А с 2016 года различные производители оборудования уже начинали ставить различные палки в колеса пользователям Windows 7, например, полностью прекращали поддержку KSM-модулев UEFI по причине отсутствия безопасности. А самый распространенный способ, как, кстати, и сделала Intel, это удаление драйверов на устройства для всех версий Windows, ниже Windows 7 включительно. И вообще, я неоднократно видел видео, где люди пытаются запустить Windows 7 на современных компьютерах с различными плюс-минус современными конфигурациями. У кого-то это даже получалось. В этом видео мы развернуто расскажем вам, как установить Windows 7 на современное железо, обойдя проблемы с загрузчиком без KSM, NVMe диском и немного поразвлекаемся. Конечно же, все показанное видео предоставляется сугубо в демонстрационных и образовательных целях. Для начала неплохо было бы разобрать, а что такое UEFI и чем это отличается от BIOS, и для чего существует KSM. Предупреждаю, здесь много будет душной информации. Когда вы включаете компьютер, первое, что вы можете увидеть, это логотип производителя ПК или показ проведения тестирования оборудования в виде проверки готовности прошивки материнской платы и аппаратной составляющей ПК. К слову, прошивки бывают двух типов – BIOS и UEFI. UEFI — это современный способ управления процессом загрузки. Если кратко, то UEFI — это просто улучшенный BIOS, который избавился от сложностей и добавил кучу улучшений. Если подробнее, то основным отличием UEFI по сравнению с BIOS является использование новой версии графического модуля GOP — Graphic Output Protocol. Благодаря его работе в UEFI поддерживается навигация с помощью мыши, выводится нормальное разрешение экрана, показывается анимация и рисуется красивая картинка. UEFI также включает в себя другое нововведение под названием Secure Boot. Его целью является проверка электронной цифровой подписи в выполняемых UEFI приложениях при помощи криптографии. Полноценная поддержка Secure Boot появилась с обновлением Windows Boot Manager в Windows 8. Что будет, если запустить неподписанный UEFI код с включенным Secure Boot, объяснять, думаю, не нужно. И благодаря этим нововведениям Secure Boot защищает вас от вредной семерки, только вот от того же Пети, увы, оно вас не защитит. Legacy BIOS — это устаревший тип загрузчика, и, к слову, про BIOS должны как-то рассказывать на уроках информатики в школах, как минимум 6-7 класс. Однако, если у кого-то не было уроков информатики, или кто-то просто мог прослушать информацию в школе, то BIOS — это базовая система ввода-вывода, которая присутствует еще с момента появления IBM PC в свет. Название расшифровывается как Basic Input-Output System и было придумано инженерами компании IBM. BIOS имеет ряд ограничений и недостатков. Он поддерживает только жесткие диски с MBR разделами и их разметкой, что ограничивает возможности использования более новых технологий. Диск формата разметки GPT подружить с BIOS не удастся, не поймет.
Кроме того, BIOS имеет ограниченную поддержку защиты от подмены кода и запасных загрузочных записей, что делает его менее надежным и безопасным. Да и сам дизайн тут псевдографический. Все элементы строятся с помощью ограниченной палитры цветов, различных символов и букв. Если вы хотите что-то дополнить по этой теме, не стесняйтесь писать в комментарии. И подписывайтесь на канал, если вам интересен подобный контент. Итак, UEFI — это новейший тип загрузчика, который поддерживает как и современные типы безопасности, так и обеспечивает пользователю современный, более дружелюбный интерфейс. С начала 21 века производители постепенно переходили на использование UEFI прошивок в своих материнских платах, а Legacy забыли как страшный сон, но пока что не до конца. Знакомьтесь, Legacy огрызок или же KSM — Compatibility Support Module. Этот модуль загрузчика позволяет запускать OS, которые сроду не поддерживают UEFI, например Windows XP или Windows 2000. Своего рода мост совместимости между BIOS и UEFI. И сейчас у вас наверняка возникнет вопрос: ну так включи ты этот свой KSM, да радуйся жизни. А вот что делать, если в компьютере его может не быть? Да, большинство нового оборудования снабжается UEFI уже без KSM. Собственно, мы здесь рассмотрим, как обойти и эту проблему. Но надо немного рассказать о компьютере, над которым будут проводиться опыты. Это ноутбук Asus 2020 года выпуска. Оснащен процессором Intel Pentium Gold 5405U 2019 года выпуска. Дискретной видеокарты у этого ноутбука здесь нет, только Intel UHD Graphics. Накопитель здесь SSD на 256 ГБ, оперативной памяти здесь 20 ГБ. По стандарту здесь 8 ГБ, но владелец этого компьютера решил немножко апгрейднуться и улучшил оперативную память до 20 ГБ. Почему бы и нет? Попробуем в качестве эксперимента запустить на этом ноутбуке оригинальный образ Windows 7 с интегрированными обновлениями по 2020 год. Что мы видим? Windows 7 крашнулась на этапе запуска, так и не дойдя до полноценного начала работы. Проблема здесь в том, что Windows 7 не поддерживает GOP, такой весь из себя боготворенный графический модуль загрузчика UEFI. И это, казалось бы, хорошая возможность для Microsoft пересадить пользователей на новые версии Windows, только вот есть одно маленькое «но». Это никого не остановило. Windows NT спокойно запускает на компьютерах с процессорами Intel Core 14 поколения, а Windows XP так тем более. Вы думаете, что это ложь? Нет. Посмотрите на эти скриншоты и отрывки видео, результаты вполне себе впечатляющие. А сейчас пора перейти к самой интересной части видео — установке самой OS, но перед этим необходимо подготовить установочный образ Windows 7. А перед началом всех будущих видеодействий хотим заявить, что все показанное здесь предоставляется исключительно в образовательных и демонстрационных целях. При попытке проведения эксперимента в условиях отсутствия каких-либо резервных копий вся ответственность ложится сугубо на вашу совесть и руки. Продолжаем. В этом нам поможет программа FlashBoot Pro. Автором является некая Prime Expert Software. Существует бесплатная и полная версия программы. Бесплатная, само собой, стоит $0, а вот за полную придется заплатить целых 30. После установки программы мы в ней выбираем OS Installer to USB. Далее ставим пункт «Установщик Windows 7» с добавленными драйверами для UEFI подобных компьютеров. Задаем программе источник установочного диска Windows 7, в нашем случае ISO, но можно и сразу ESD файл. После выбора образа нам предлагают немного отредактировать систему, а конкретнее интегрировать универсальные драйвера для базовой работы системы и пропатчить стоковый загрузчик Windows 7 для работы на современных ПК. В нашем случае компьютер у нас имеет порты USB 3.0 и NVMe SSD накопитель, поэтому ставим галочки на пункты NVMe Drivers и USB 3.0 Drivers. Ну и на модификацию загрузчика соглашаемся, куда же без этого? Готово. Кликаем на Format Now и ждем записи образа на флешку. Теперь разберем два вопроса. Первый. Почему мы не использовали NT-Lite, а другую стороннюю утилиту? NT-Lite является программой, которая не поставляет какие-либо драйвера. Ты должен сам все искать, интегрировать, настраивать и собирать в ISO. А мы же пытаемся идти по пути наименьшего сопротивления и отсутствия каких-либо затруднений. И второе. Что такого умного наколдовали энтузиасты, что написали аж свой загрузчик?
Нет, здесь велосипед не изобрели. Все просто. Разработчики сделали модифицированную версию загрузочного файла под вот такими названиями. И, вероятно, они основываются на open source проекте UEFI 7. Но вот проблема. Эти файлы обращаются к ядру системы intuskernel.exe, которое, увы, также пришлось заменить. Все это сделано таким образом, чтобы загрузчик поддерживал вывод изображения GOP модулем графики, который не давал запуститься оригинальной системе до конца. Каким образом они изменили загрузчик, что добились такого результата, неизвестно, но это, на удивление, работает. Flashboot предоставляет эту функцию почему-то платно, поэтому ни о каких вскрытиях своих секретов и речи, увы, идти не может. Как бы мне самому этого не хотелось. Печально, конечно. И здесь есть одно большое но. С проблемой UEFI, NVMe и USB 3.0 разобрались. А что если будет PSOT 0x опять? Довольно распространенная проблема. Здесь нам помогут такие форумы, как WinRAID и My Digital Life. Там есть море модификаций, которые помогут запустить ОС даже на вертолете или тостере. Ищите там, заменяйте оригинальный ACPI.sys в InstallVim и BootVim на модифицированный, и вуаля, проблема решается. Хотелось пояснить легче, а получилось очень подробно. Отлично. Установочная флешка готова, поэтому пора начинать установку. Загружаемся в BIOS. Обратите внимание, что мы загружаемся на чистом UEFI, без KSM, но с отключенным Secure Boot. Как мы видим, загрузка в программу установки произошла успешно. Сразу подчеркну, что установщик у нас Full HD, никакого VGA и прочих низких разрешений. Потому что UEFI. Далее идет обычная установка Windows, которая никак вообще не менялась спустя 15 лет. Ну, максимум логотип и фон поменяют, не более. Установка завершена успешно, переходим к установке драйверов, с которыми тоже все печально. В установке драйверов нам поможет SDI Tool. Здесь рекомендуется устанавливать только драйвера на сетевую карту или же VLAN, USB, Bluetooth и видеоадаптер. Если захотите поставить какие-то другие драйвера, допустим на принтер, то все может закончиться псодом 0x7e. Драйвера и система кое-как установлены, теперь можно и систему протестировать. Начинаем тестирование системы. На холостом ходу она ощущается очень быстро. Даже Explorer Exe вылетает, что поразительно. Ладно, это просто шутка. Сначала установим браузер для серфинга в интернете, ведь мы каждый день обычно выходим в интернет. Браузером здесь будут Google Chrome и Firefox. Увы, оба этих браузера уже прекратили поддержку Windows 7, но это не мешает на последних поддерживаемых версиях пока что открывать популярные сайты, ориентированные на новое ОС. Discord, YouTube, прочие мелкие сайты — все это есть. Теперь установим офисный пакет Microsoft Office 2010. Почему 2010? Потому что он будет прекрасно подходить с Windows 7 как по дизайну, так и по оптимизации. К тому же эта версия открывает все форматы презентаций, документов и таблиц совершенно спокойно. Да и вообще, мы можем себе это позволить. Я думаю, такие базовые программы, как Total Commander или 7-Zip, брать на целый разбор нет особого смысла. Они прекрасно выполняют базовые функции, совершают файловые операции и работают даже на Windows XP. Также ради развлечения был проведен бенчмарк в CPU-Z. Вот результаты. Как видите, Windows 7 набрала 689 баллов. Сравним это с показателями на Windows 11. Получается, что Windows 7 работает быстрее на 10 баллов. Разница смешная, потому что даже такую маленькую погрешность можно не заметить в процессе работы. В плане тестирования, я думаю, достаточно, теперь можно перейти к итогам. Как итог, у меня появляется множество вопросов. Чем дольше мы работаем с системой на компьютере, тем выше становится вероятность встречи ошибки о вылете проводника или вылете Internet Explorer. Почему так происходит? Неизвестно, хотя здоровье SSD на этом компьютере висит на 92%, поэтому такое можно просто списать на погрешность. Хотя, мы можем о чем-то не догадываться. Другая проблема может заключаться в перманентном отсутствии некоторых драйверов со стороны производителя, что может принести определенные трудности с использованием системы на современном компьютере. Ну, не существует, например, драйверов на твой принтер для Windows 7, минимум Windows 8 или Windows 10. И в таком случае придется смириться. Ну и в-третьих, серьезно, я лично не могу понять конкретных причин использования Windows 7 на современном железе. Чисто из ностальгии? Но можно же собрать какой-нибудь старый компьютер и установить Windows 7.
Для всех времен существуют не только свои кумиры или телепередачи, но и операционные системы. Однако никто не мешает высказать здесь свое мнение в комментариях. Наоборот, рад всяческим дискуссиям, а вось мы вдруг чего-то не понимаем. А на этом пока все. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент. Вместе достигнем 100 тысяч подписчиков. И да, пока я не забыл, если вы хотите видеть больше подобного контента, лайтового контента, то, пожалуйста, дайте в тех же комментариях знать. Хочется не только интерактивом заниматься, но и все же учитывать мнение зрителей, поэтому любой фидбэк не помешает. Огромное спасибо за просмотр и благодарю донатеров, которые поддерживают канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья!